В этом видео будет показан весь процесс установки подоконников, все нюансы и тонкости. Я решил не ставить обычные ПВХ подоконники, а вместо них установить компакт-плиту. Компакт-плита – это современный материал, который приходит на смену обычному платформингу. Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Поехали! Окна я специально заказывал без подоконников. Цвет профиля графит, выглядит фактически как черный. Это профиль Spectral, компания Века. Прежде всего нужно снять размеры будущих подоконников и заказать так называемый распил. Или даже можно сказать фрезеровку, если речь идет о компакт-плите. Размеры по моей дизайнерской задумке будут следующие. По ширине от окна подоконник будет выступать на 15 мм с каждой стороны. Вылет подоконника над радиатором будет 25 мм от стены. Для того, чтобы померить вылет, использую пузырьковый уровень, прислоняя его к плоскости. Таким образом, меряю все окна, записываю размер на лист бумаги. Я уложился в половину плиты. Все резалось и фрезеровалось на станке ЧПУ в той фирме, где я покупал компакт-плиту. Даже остался еще большой обрезок, который можно использовать в качестве столешницы. Вообще, по сути, это пластмасса, с двух сторон покрытие имитирует дерево. Торец получается черный. Отфрезеровать могут любую форму. Я заказывал скошенный с двух сторон. Компакт-плиту теоретически можно резать циркуляркой или любой другой пилой, но рез получается некрасивый, он будет черновой, потому что остаются следы. Поэтому для того, чтобы сделать финишный красивый рез, компакт-плиту нужно отдавать на ЧПУ станок и резать это все фрезером. Вот как выглядит рез от циркулярки, он некрасивый. Перед установкой подготавливаю поверхность. Все нужно пропылесосить. Дальше нужно основание прогрунтовать. Для этой работы использую проверенную грунтовку глубокого проникновения Ceresit CT17 Pro. Грунтовку наношу кистью, так как площадь небольшая. Аналогичную операцию производим с другими окнами. Грунтовка будет сохнуть 2 часа. Подминаю пену, которая вылезла по углам. После установки окна она будет мешать подоконнику. Для этого можно использовать ручку молотка или любой металлический предмет по типу пассатижей, чтобы вдавить пену. Основная проблема при установке подоконника – это не выставить его по уровню, потому что это несложно, а именно чтобы между подоконником и рамой не было щели. Или она была тоненькая и одинаковая. Есть вариант, конечно, притянуть подоконник через раму, но я раму портить не хочу. Поэтому сейчас буду придумывать способ, как это сделать без рамы. Немного поразмышляв, для подпорки плиты снизу я решил использовать пластиковые монтажные клинья, которые используются для окон. Для установки клиньев замешиваю небольшое количество клея для гипсокартона.
Много не стоит замешивать, так как клей для гипсокартона быстро схватывается. Клей наносится на основание и на сам клин. Клин я вмазываю по краю рамы, расстояние оставляю 12 мм. При установке подоконника клинья будут подпирать его снизу к раме. Интервал примерно 20 см. Все готово, клинья установлены. Сейчас мы сюда попробуем вставить подоконник, посмотрим, залезет он в это расстояние между клином и рамой. Я делал ровно 12 мм. Сама панель 12 мм, и я здесь сделал 12 мм. Если вдруг не будет залазить, то тогда ножиком можно уменьшить. Мы это делали вчера вечером, но вообще клей для гипсокартона, он схватывается, становится твердый буквально там через 30-40 минут. Пробуем установить панель. С одной стороны она заходит, а с другой мешают клинья. Для того, чтобы плита вошла в паз, нужно немного подрезать клинья малярным ножом. Клин довольно-таки легко режется. Немного подрезаю все клинья. После подрезки снова вставляем панель, теперь она заходит. Красной лентой я сразу пометил лицевую сторону, потому что мы сейчас будем его вставлять-выставлять, и обратная сторона может поцарапаться. Предварительно устанавливаю подоконник так, как он должен стоять. Смотрю уровень, отцентровываю по окну и делаю вылет 25 мм. И ставлю соответствующие метки. Для контроля уровня и количества нанесения клея по подоконнику выставляю лазерный уровень. Сейчас подоконник стоит так, как он будет установлен на клей-пену. После откосы будут заштукатурены. Заодно можно оценить, как сочетается деревянный подоконник с графитовым окном. Мне очень нравится. Кстати, напишите в комментариях, нравится вам или нет. Пространство между основанием и подоконником будет заполнено клеем и пеной.
Теперь можно приступать непосредственно к установке. Для установки я использую два компонента. Это полиуретановая клей-пена и клей для гипсокартона. На прошлом объекте я работал монтажной клей-пеной для утеплителя Ceresit CT84. Она мне понравилась, так как у нее минимальное расширение и она очень крепкая. При помощи нее я монтировал теплоизоляцию. Провел маленький эксперимент. Приклеил экструзионный пенополистирол к стене. Оторвать смог только при помощи фомки. Очень крепкая и плотная пена. Замешиваю необходимое количество клея для гипсокартона. Перед нанесением клея запениваю все щели. На основании наношу ляпы из клея для гипсокартона. По лазеру, который установлен, видно, какое количество клея наносить, чтобы не было слишком много. Также те места, куда будет трудно добраться после установки, запениваем. Перед установкой плиты обратную сторону промазываем клеем для гипсокартона. И устанавливаем плиту под окно. Затем все поправляю по меткам, которые делал раньше, и перепроверяю все при помощи уровня. В этом случае лучше несколько раз перепроверить, чем жить потом с кривым подоконником. Плита стоит на своем месте. Если ты любишь собирать пазлы и конструктор, то следующая информация точно для тебя. Moza-Brick – это новинка 2020 года. Бесконечный фотоконструктор. Из маленьких элементов конструктора можно собрать любое фото в стиле Pixel Art. А когда надоест, разобрать и собрать любое другое. В наборе идут 10 пакетиков с элементами 5 градаций серого. Каждый цвет имеет собственное обозначение. Сепаратор, 4 основы, соединительные пластины, стикеры для крепления картины, инструкция и подставка. Для получения схемы сборки необходимо отсканировать QR-код в инструкции и ввести уникальный код продукта. Далее выбираем, сколько у нас наборов, и загружаем фото. Желательно выбрать лицо крупным планом. Нам предлагается несколько вариантов. Выбираем тот, который нравится больше всего. После этого получаем схему на почту. Можно распечатать инструкцию, либо собирать с телефона или планшета. Каждый квадратик обозначен символом цвета, который соответствует наклейке на пакете. Те элементы, которые мы уже установили в основу, можно отметить в схеме. Информация синхронизируется между различными устройствами, поэтому можно собирать конструктор в компании, каждый со своего гаджета. Для удобства сборки в схеме подписано количество одинаковых элементов, идущих друг за другом. Если установили элемент неверно, можно воспользоваться сепаратором. Когда все 4 основы будут собраны и соединены специальными пластинами, получаем готовый портрет в стиле Pixel Art. Ссылка на конструктор будет в описании. После установки плиты нужно подождать примерно час, чтобы клей схватился. После этого все пустоты можно запенить. Помимо того, что пена очень хорошо фиксирует подоконник, она еще является отличным теплоизолятором. В процессе монтажа я столкнулся с одной проблемой.
Плита настолько гладкая, что клей для гипсокартона, когда начинает схватываться, выделяет тепло, между клеем и плитой образуется водяная прослойка, и плита от него отрывается. Остается просто такая ровная полочка. Вообще, в идеале, конечно, с обратной стороны плиты было прикрутить какие-то саморезы или сделать искусственные неровности, чтобы клей за них держался. Поэтому пришлось нагрузить подоконник кирпичами, чтобы он встал на свое место. Перед тем, как заполнять пустоту пеной, я нагрузил подоконник вот кирпичами, которые у меня были. У клея пены расширения минимальные, но все равно, даже если пена поднимет подоконник на миллиметр, уже не будет уровня. Поэтому я подстраховался и нагрузил. Запениваем все пустоты. В данном случае фактически подоконник будет держаться за счет пены, а на ляпах из клея он лежит придавленный кирпичами. Теперь нужно подождать, чтобы пена заполимеризовалась, стала твердой. На остальных окнах высота побольше, поэтому делаю подкладки для клиньев из экструзионного пенополистирола. Вообще можно устанавливать двумя способами. Первый способ – сначала ждать, пока высохнет клей, а потом заполнять пространство пеной. Второй способ – наносить сразу и клей, и пену, но нужно подождать 2 минуты после нанесения пены, перед тем, как вставлять компакт-плиту. На этом подоконнике сразу все заполнил клеем и пеной. Подоконники стоят, теперь их нужно подпенить. Пену наношу таким образом, чтобы закрывающий слой штукатурки был несколько сантиметров. Теперь нужно замазать подоконник снизу. У строителей есть такая поговорка: если хочешь проверить, какой мастер работает у тебя, загляни под подоконник, и все сразу станет ясно. Сейчас для того, чтобы нормально замазать штукатуркой пространство под подоконником, для удобства лучше снять радиаторы. Тогда мы это сможем все сделать спокойно по плоскости. Чтобы снять радиатор, прежде всего вам нужно отключить воду на входе в квартиру. Перекрываем подачу и обязательно обратку. Второе. Перекрываем клапан подачи воды, куда ставится термоголовка, то есть для этого просто закручиваем и все. И перекрываем обратный клапан. Для этого понадобится шестигранник. То есть мы отключаем батарею от системы. Для этого берем шестигранник и перекрываем. Дальше откручиваем радиатор и сливаем воду. Так как все перекрыто, вода сливается только из радиатора. В системе она остается. Второй радиатор снимаем аналогичным образом. Перед замазкой обклеиваю компакт-плиту в тех местах, где она может испачкаться: торец и низ подоконника.
При помощи правила очищаем стену от мусора. Штукатурка наносится с запасом, чтобы был бугорок. После того, как штукатурка схватилась, она подрезается за подлицо со стеной. Обязательно, если снимаете радиатор, то устанавливайте заглушки. Я специально съездил в магазин, купил заглушки и поставил на все клапаны. Почему? Потому что бывает так, что даже если у вас там вода отключена, то кто-то может включить, и этот клапан может не держать, и обратный клапан может не держать, где-то потечет что-то. Поэтому уже сталкивались с такими проблемами, что топили квартиры со снятыми радиаторами, поэтому только обязательно заглушки. В других комнатах все делается аналогичным образом. Снимаются радиаторы, замазывается пространство под подоконником и подрезается штукатурка. Дальше подоконник и новые окна нужно заклеить. На пленке, которая наклеена на окна, написано, что ее нужно снять не позже, чем через 3 месяца. Но неизвестно, когда был изготовлен профиль и сколько уже эта пленка висит на окнах. Поэтому лучше эту пленку снять. Вообще, конечно, на свой страх и риск эту пленку можно не снимать. Но если она прилипнет, то можно испортить профиль. Я решил снять. Окна будут закрываться пленкой ПВХ Blue Dolphin. Она не оставляет клей на основании. Значит, вот эта вот лента Blue Dolphin, контрактор, красная ПВХ, она на этом окне висит уже 1 год. Я ее заклеивал год назад. Ничего не остается. Никакого клея. Снимаю. Все, окно чистое, без клея. Для заклейки окна, помимо ленты, использую еще и пленку. Процесс заклейки я неоднократно показывал в своих роликах. Самое главное, чтобы все было надежно защищено и открывались окна. Также сразу заклеиваю подоконник вспененным полиэтиленом. Окна готовы к дальнейшей отделке. До края ленту не доклеивал 1 см, чтобы можно было сделать откосы. Ребята, смотрите, что у нас еще произошло со старым окном. Окно заклеено пенопластом. Это от солнца. Раньше оно до пенопласта было заклеено фольгой, обычной пищевой. Но фольга нагревалась, и само окно работало как радиатор. То есть оно было полностью горячим. Поэтому я решил заклеить его экструзионным пенополистиролом. И что в итоге произошло?
Из-за термошока оно просто треснуло. Стекло реально треснуло. Стеклопакет один. Внутренний остался целым. Поэтому будьте осторожны. Вот так вот у заказчика дома или у себя заклеите стеклопакет и в итоге попадете на деньги. Я про это раньше читал, но у меня такое первый раз. Вот это называется термошок. Когда слишком жарко и пенопласт он не выпускал тепло, оно не рассеивалось, стекло лопнуло. Смета на материалы и работы. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч!